Доброго всем дня, мои уважаемые зрители! Сегодня мы посетим не особо рекламируемое и не особо известное в Латвии место, а именно развалины замка Розова. 400 метров. Это место тесно связано с другим замком, о котором был рассказ в одном из моих предыдущих репортажей. И вот почему. В 1260-х годах в Ливонию на службу к архиепископу прибыли братья фон Розен. Один из братьев Фабиан построил Гроссрот, замок, в котором мы и побывали ранее. А замок Розенбек, где мы и находимся сейчас, также изначально принадлежал семье фон Розен. Преодолеем неприступный оборонительный ров и продолжим наш рассказ. Надо заметить, что фон Розены, наряду с другими известными фамилиями, были одними из самых могучих и богатых вассалов архиепископа в этих местах. В руках последних были крупнейшие владения в нынешнем Цесийском крае. Точной даты постройки я не нашел, а первое письменное упоминание датируется 1372 годом с именем Хеннеке Розена. А теперь посмотрим на все с высоты птичьего полета и продолжим наш рассказ. Идумея, а именно так именовались ранее эти места, которые находились на перекрестии основных исторических событий. На протяжении веков армии многих стран прошли с боями в этих краях. Терзаемый войнами, замок Розенбек неоднократно переходил из рук в руки. Менял государство, менял владельцев, его разрушали и восстанавливали. И на состояние замка положительным образом это все не сказывалось. Сохранилось описание замка и имения Розова от 1477 года. А в 1902 году в результате обследования замка под грудами развалин были найдены сохранившиеся 4 помещения, перекрытые сводами из обожженного кирпича, в которые ведет каменная лестница. Подробности можно прочитать в описании под видео. Ну и любой замок, конечно же, имеет свою легенду. Рядом с замком есть усадьба, которая окружена трагическими историями. На левом берегу реки Брасла, в 900 метрах выше моста, находится камень любви. На этом камне любили сидеть влюбленные друг в друга немецкая баронесса из рода Розенов, которым принадлежал замок, и конюх, простой латышский парень. И, естественно, о свадьбе не могло быть и речи. Поэтому отчаявшиеся влюбленные, связав свои руки полотенцем, бросились в омут, а покрытый мхом камень и по сей день лежит у края омута, как немой и печальный свидетель трагической любви. Сегодня от самого замка остались только башни, рвы и поросшие деревьями фундаменты стен. Но руины замка Розенбек все еще свидетельствуют о величии этих мест. Если вы хотите ощутить средневековье, то для этого стоит приехать и посмотреть на эти настоящие нереконструированные развалины замка. Вот и настала пора покинуть это тихое место. А впереди нас ждут много необследованных объектов, связанных с семьей Розен, которые мы обязательно посетим в будущем. Ну вот как-то так. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока.